Джонатан был любителем животных с тех пор, как себя помнил. Сегодня он не в первый раз участвовал в спасательной операции для нуждающегося животного. Он любил природу и часто гулял по лесу. И, как и во многих других случаях, сегодня ему предстояло помочь нуждающемуся животному. Во время одной из прогулок Джонатана по лесу за городом он был уверен, что услышал, как животное зовет на помощь. Он остановился в лесу, ожидая услышать его снова. Прошло всего несколько секунд, прежде чем он услышал крик снова. Он был слабым, но он был, и больше всего походил на писк котенка. Но как котенок попал сюда? Джонатан был полон решимости найти потерявшегося котенка. Прислушиваясь к крикам и делая осторожные, мягкие шаги, он пробирался через лес. В какой-то момент, когда плач прекратился, он подумал, что потерял котенка. Испугавшись, что зашел слишком далеко, Джонатан отступил на несколько шагов, пока снова не услышал тихий плач. Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Нравится», подпишитесь и нажмите колокольчик с уведомлениями, чтобы не пропустить наши новые истории. Джонатан несколько минут осматривал маленькое существо, пытаясь определить, нет ли у него каких-либо ран. Котенок выглядел хорошо, если не считать того, что он был один и, вероятно, напуган. Но был ли это котенок? Чем больше он смотрел на него, тем больше сомневался. Маленькая подстилка из мха, на которой лежал предполагаемый котенок, была необычной и показалась Джонатану странной. Вряд ли такое можно было встретить в природе. Возможно, какое-то животное соорудило здесь что-то вроде гнезда. Но, тем не менее, с животным было бы сложнее. У Джонатана было много вопросов, на которые не было ответов, но он знал, что нужно сделать одну вещь. Соорудив самодельную переноску для маленького зверька из чехла от своей дорожной сумки, он осторожно положил в нее котенка. Ему еще предстояло много пройти, прежде чем он доберется до своей машины, но, по крайней мере, сейчас малыш будет в безопасности и защищен от любых неприятных животных вокруг. Джонатан неоднократно проверял, как там котенок, пока шел обратно к своей машине. Собирался дождь, и Джонатан не хотел, чтобы малыш промок или простудился, но чем больше он смотрел на животное, тем сильнее ему становилось любопытно. Оно. Только во время дальнейшей прогулки Джонатану пришла в голову другая идея. Возможно, животное не было обитателем этого леса или местности. Котенок не был бы обитателем этих мест, но, по крайней мере, в этом было бы немного больше смысла. На самом деле не имело значения, что это за существо. Джонатан собирался присмотреть за ним и оказать ему необходимую помощь. Котенка, вероятно, забрали бы в приют, но сначала его нужно было показать ветеринару. До города было полчаса езды. Еще через несколько минут Джонатан наконец добрался до парковки. Ему потребовалось не больше 2 секунд, чтобы понять, что что-то очень не так. Парковка была совершенно пуста. Там никого не было. Это было бы нормально, учитывая, что шел дождь, но его машины тоже не было. Придя в себя, Джонатан подошел к тому месту, где, как он был уверен, припарковал машину. Думая, что он мог ошибиться, он быстро обошел стоянку и поискал свою машину. Ее не могли отбуксировать. Он припарковал ее прямо здесь, на этой стоянке. Это было совершенно законно, транспортное средство. Он вернулся к первому месту и нашел единственную зацепку. Наклонившись к тротуару, Джонатан обнаружил множество битого стекла, мелкие осколки, которые он не заметил ранее. Теперь было очевидно, что кто-то взломал его машину и угнал ее. У них были и время, и возможность. Джонатан рассказал полиции, какая у него была машина, марку, модель, где она стояла, номерной знак и все остальное, что, по его мнению, было важным. В полиции ему сказали, что будут следить за этим, но пока это все, что они могли сделать. Джонатан сначала проверил приложение Uber. Первый. Никто не хотел ехать так далеко за город, чтобы забрать его. Джонатан был готов заплатить за поездку, но это никого не заинтересовало. Но Джонатана это не остановило. В таком большом городе было несколько таксомоторных компаний, но он потерял надежду, поскольку одна служба за другой
отказывали ему. Джонатан пришел в ярость, когда 6-я компания отказала ему. Он был в отчаянии, к тому же начал накрапывать дождь. Он собирался путешествовать автостопом. Хотя по этой дороге проезжало не так много машин, рано или поздно одна из них должна была появиться. Это был всего лишь вопрос времени. К счастью для него, ему пришлось ждать всего около 10 минут, прежде чем из-за поворота показалась машина. Джонатан остановил машину и, как только привлек их внимание, поднял большой палец, показывая, что его нужно подвезти. Женщина средних лет опустила стекло своей машины. Джонатан объяснил, что с ним произошло. У него украли машину, и ему нужно было съездить в город. К счастью, она действительно направлялась в город, и у нее не возникло проблем с тем, чтобы забрать Джонатана с собой. Она казалась достаточно любезной и поверила его рассказу. Он сел на пассажирское сиденье, и в тот момент, когда садился, услышал странный звук, доносившийся с заднего сиденья машины. Джонатан выпрямился, думая о животном, которое баюкал на руках. Стоявший рядом с ним лабрадор женщины медленно приблизился к свертку, обнюхивая его, чтобы выяснить, что спрятано внутри. Сначала Джонатан подумал, что собака учуяла котенка, и в ней проснулся материнский инстинкт, но он быстро понял, как сильно ошибался. Джонатан улыбнулся более крупной собаке. Ослабив хватку на свертке, в котором лежал котенок, он позволил лабрадору подойти поближе к свертку. Лабрадор был спокоен, и это навело Джонатана на мысль, что более крупная собака не представляет угрозы. Джонатан осознал свою ошибку, когда было уже слишком поздно. Лабрадорша мельком взглянула на котенка и обнюхала крошечное животное, после чего внезапно стала угрожающе агрессивной. Лабрадорка начала рычать, обнажая зубы, но вскоре получила выговор за свое поведение от своего хозяина. Джонатан закрыл глаза, в глубине души надеясь, что ветеринар сможет пролить свет на ситуацию. Кивнув головой, он решительно посмотрел прямо перед собой. Планы изменились. Сначала он отправится к ветеринару. Вскоре они прибыли к ветеринару. Дама пожелала ему удачи и оставила его перед зданием. Зарегистрировавшись на стойке регистрации, Джонатан сел в комнате ожидания, прижав крошечное создание к свертку, чтобы не будоражить других животных в офисе. Джонатан взял животное на руки, и ветеринар указал ему на стул. Он рассказал о событиях, произошедших в лесу, ветеринару, который внимательно слушал и делал пометки. Время от времени ветеринар задавал вопросы, но встреча продолжалась всего около 10 минут, после чего Джонатана попросили вернуться в комнату ожидания. Теперь, когда малыш был на попечении ветеринара, Джонатан мог сосредоточиться на других важных делах. Например, на угоне его автомобиля. Джонатан позвонил в полицию, чтобы сообщить об угоне своего автомобиля, и был потрясен, услышав, что его нужно будет перевести в другое отделение. К счастью, это произошло потому, что они нашли его машину. По-видимому, вор приехал в город с разбитым окном, и полицейский заметил автомобиль и остановил его для обычной проверки. Когда водитель не смог предоставить свою информацию, угонщик и машина были задержаны, а Джонатан позвонил несколько минут спустя. Джонатан был удивлен, услышав всю эту информацию, но он был рад, что все закончилось благополучно. Ему нужно было предпринять еще несколько шагов, чтобы вернуть машину, не говоря уже о страховке. Но прежде чем он успел это сделать, он почувствовал, как кто-то отчаянно похлопал его по плечу. Это был ветеринар. Джонатан извинился перед полицейскими и повесил трубку. Он был немного смущен напряженным выражением лица доктора, но вскоре его любопытство было удовлетворено. «Я знаю, что это не ваша вина, но вы совершили большую ошибку, приведя сюда это животное». Джонатан почувствовал, как у него упало сердце. По мере того, как доктор объяснял, что происходит, растерянный вид Джонатана становился все более серьезным. Оказалось, что молодое животное действительно находилось в тяжелом положении, и доктор ничего не мог с этим поделать, поскольку болезнь прогрессировала. Однако это было не самое худшее. В
своем нынешнем состоянии животное представляло большую опасность для других животных в клинике. Врач объяснил, что животное было заражено невероятно заразным вирусом для мелких млекопитающих. Это была не только очень заразная, но и почти смертельная инфекция, если ее вовремя не подхватить, как в случае с детенышем енота, которого нашел Джонатан. Глаза Джонатана округлились от удивления, прежде чем он заинтересованно приподнял брови. Енот? Он чуть не рассмеялся над ситуацией. Его подозрения действительно подтвердились, и он действительно имел дело не с котенком, но он действительно никогда бы не догадался, что детеныш животного — енот. Вирус, которым был заражен енот, был хорошо известен ветеринару, который изучал его в течение последних нескольких недель. Недавно в округе появились сообщения о том, что эта бактерия, и хотя она наиболее распространена среди енотов, кролики, морские свинки, хомяки и так далее были подвержены заражению. Джонатан насторожился. Что он натворил? Врач быстро успокоил его. Он объяснил, что они уже изолировали енота в задней части магазина. Однако и ветеринару, и Джонатану понадобится новый комплект одежды и душ, чтобы предотвратить распространение вируса на других животных. К счастью для Джонатана и персонала клиники, риска заражения вирусом не было, так как у людей к нему иммунитет. После этого Джонатан почувствовал себя намного лучше, но врач объяснил, что даже после принятия душа по протоколу другие животные должны быть проверены на безопасность. Через несколько часов все анализы были сделаны. Врач вернулся и объявил, что все животные дали отрицательный результат. К сожалению, с течением времени положение Енотенка только ухудшалось, и вскоре он скончался. День был странный и насыщенный, и Джонатан до сих пор часто вспоминает об этом. Оглядываясь назад, он понимает, что ему следовало оставить Енотенка в лесу. Но в тот момент бросить детеныша животного казалось неправильным поступком. И даже сейчас он был рад, что принял решение попытаться спасти его. В конце концов, то, что он делал все возможное, чтобы помочь любому нуждающемуся, было частью того, что сделало его тем, кем он был. И он гордился этим.